Сегодня мы поговорим о целиакии и рекомендациях гастроэнтеролога. Для начала подпишись на канал и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство. Наша команда очень вам благодарна. Все варианты помощи в описании к видео. Ну тогда начнем. Что важно знать о целиакии? Целиакия – генетически обусловленное заболевание, при котором у человека возникает непереносимость глютена. Иммунная система в ответ на употребление глютена начинает атаковать собственные клетки. Глютен – группа белков, которые содержатся в зерновых: пшеница, рожь, ячмень. Заболевание поражает прежде всего тонкую кишку, что приводит к воспалению слизистой, нарушению усвоения питательных веществ и микроэлементов. Возникают симптомы со стороны ЖКТ и других органов. В частности, у маленьких детей могут быть следующие симптомы: задержка роста и развития, анемия, нарушение стула, диарея или запор, вздутие живота, апатия, вялость. Также могут появляться зудящие волдыри, преимущественно на коленях, локтях, шее, туловище, дефицит витамина D, боли в суставах, задержка полового развития, нарушение эмали зубов. У детей целиакия может развиться с 4-6 месяцев при введении глютена в рацион. Симптомы могут начаться как в раннем, так и в подростковом или взрослом возрасте. Позднее введение глютена в рацион ребенка не сможет профилактировать данное состояние. Для диагностики целиакии используют несколько методов. Важно при этом не исключать глютен содержащие продукты. Самый частый и простой скрининговый метод – анализ крови на антитела к тканевой трансглутаминазе ИГА, специфические антитела к определенным тканям тонкой кишки. При положительных значениях вероятность целиакии высокая. Один из золотых стандартов подтверждения целиакии – эзофагогастрододиноскопия, ЭКТС, с биопсией тонкой кишки. В норме слизистая тонкой кишки имеет ворсинки, которые выполняют функцию переваривания и всасывания. Когда ворсинки повреждаются, слизистая лысеет, что видно на биопсии и также подтверждает диагноз целиакии. Генетическое тестирование не входит в первую линию обследования, так как выявляет только предрасположенность, наличие мутаций в генах, но не само заболевание. Единственное лечение целиакии – полное и пожизненное исключение продуктов, содержащих глютен. Когда глютен перестает поступать с пищей, слизистая тонкой кишки постепенно восстанавливается, состояние улучшается и симптомы исчезают. Глютен может содержаться как в злаковых культурах, хлебобулочные изделия, так и в сладостях, лекарствах, соусах. Важно помнить: первое. Безглютеновая диета – не метод диагностики целиакии. Если исключить глютен во время скрининга, то исследование не будет информативным. Второе. Безглютеновая диета не может быть назначена без показаний и предварительного обследования. Здоровья вам, друзья!